여러분, 안녕하세요. Привет! Продолжим наше путешествие. В первую очередь по прилету идем менять доллары на воны. Конечно, курс в аэропорту не самый выгодный, поэтому рекомендую менять маленькую сумму, чтобы заплатить за проезд до Сеула и первые дни проживания. В среднем разница с курсом в городе около 50 вон. Сейчас покажу, как снять деньги в банкомате. В банкомате можно выбрать нужный язык. Я выбрала русский и исследовала инструкции на экране. Мне пришлось поменять больше денег, так как у меня не будет времени искать обменник, потому что уже через 2 дня я уеду в другой город. Я всегда думала, что самый выгодный курс обмена в банке, но оказалось, что в Корее выгоднее менять в обменниках. Если вы не знаете точно, где находится обменник, то первым делом можете поискать Moneybox, там тоже неплохой курс обмена. Разница курса между обменником и аэропортом может быть до 80-90 вон, а разница с курсом банка в городе и обменником будет около 30 вон. Банкомат дает мне взять минимум 50 тысяч вон. Многовато, но мне надо проверить, снимает ли он с моей карты деньги. Еще важно помнить, что в любом банкомате есть комиссия за снятие. В Урибанке взяли 3600 вон, поэтому оставляем банкоматы на крайний случай. По поводу обменников. Самое известное место находится на Мёндоне, выход 4. Главное проходить вглубь улицы, а не около дороги. Обычно там курс более выгодный. А вот, например, разница в курсе валюты. В аэропорту вы можете приобрести симку или роутер с интернетом. Многие говорят, что в Корее нет проблем с Wi-Fi, но на самом деле Wi-Fi не всегда легко подключить, особенно без наличия корейского номера. Обратите внимание на стойку с брошюрами. Здесь есть много полезных буклетов и даже купоны на скидки. Вы можете взять их бесплатно. Обычно я тот человек, который набирает целую гору буклетов. Теперь я отправляюсь в Сеул. До Сеула можно доехать на автобусе, метро, экспрессе или такси. Первый раз в Корее я ехала на обычном метро, но сейчас я хочу сесть на экспресс-поезд Arex. Самый дешевый способ добраться до Сеула – это обычное метро. Стоимость около 4250 вон. Лирическое отступление. Вот пока ищу дорогу к Arex, меня встречает Кай на экране, очень приятно. Возвращаемся к дороге. Дальше по цене идет поездка на автобусе. Автобусы здесь очень комфортные. Цена 5-7 тысяч вон и самое дорогое такси от 50 тысяч вон. Я тем временем нашла автомат с билетами на Arex. Тут есть английский язык. Arex ходит по расписанию несколько раз в час. Сейчас расскажу, как получить скидку на Arex. Если у вас есть иностранная карта, используйте приложение Klook. Там есть скидка на билет, и при регистрации по моему коду вам дадут $5 в подарок. Это не реклама, я сама пользуюсь Klook, и в нем много скидок по всему миру. Билет на Arex вышел 9000 вон, по указателям идем на посадку. По пути на Arex вы увидите очередь в оранжевый автомат. Здесь вы можете сделать корейскую банковскую карту для туриста. Называется WOW-Pass, оформляется на загранпаспорт. Ей можно оплачивать в магазинах вместо наличных, и она работает как T-Money в транспорте. Стоимость открытия 5000 вон и снимется сразу с баланса. На билете Arex будет написан вагон и посадочное место. Ориентироваться можно по цифре на указателе. Внутри похож на экспресс-электричку в России, а до Сеула мне ехать 40 минут. Я уже заселилась в номер, живу в районе Тундемуна. Завтра покажу вам рум-тур, а пока еще себе веду на ужин. Я очень люблю корейские рынки, здесь всегда ощущается та самая Корея, по которой я так соскучилась. Поэтому ужин я начну с традиционной кухни, кимбап и омук. Я не спала почти 2 дня, поэтому стремительно возвращаюсь к кровати. На обратном пути купила 500 грамм шикарной клубники за 5000 вон. На этом я заканчиваю сегодняшний день. В следующем видео начинаем наше похождение по Сеулу.